Представители знака зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. События будущего. Что скоро случится или произойдет? Что откроется, возможно, как тайна какая-то, или информация, или что ведет к переменам. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 марта. Вот давайте узнаем, что же случится или произойдет. И первая у нас колода Оракул Ленорман. Давайте достанем 4 карты, как события ближайшего будущего, с чем это может быть связано. Будем реалистами. Любой таро прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и вы, глядя на метафору карт, какую-то подсказку для себя все же получите. Или просчитаете какую-то свою задачу, цель, намерение. Итак, что же случится? Или что произойдет? События ближайшего будущего. События ближайших дней. С чем это связано? И достанем неожиданности. Туз жезлов. Возможность какая-то, информация. Может быть, иногда по этой карте, знаете, как приходит действительно какая-то новость, которую, вы понимаете, открывает для вас новые перспективы. Но мы можем растеряться, потому что мы к этому не готовы. А тем не менее, это для вас будет означать какой-то шанс. Вот примите это ко вниманию. Вполне вероятно, если что откроется, ведет к переменам. Какая-то новость, она у вас и будет в этот период. Может быть и неожиданные. И я должна сказать, жезлы, дела, работы, бизнес или деньги, поэтому каких-то дел это касаться может. Или важных согласований, документов, или вашей учебы. И вот первая карта – неожиданности. А вторая карта – что ведет вас к добрым переменам, к чему-то позитивному, в чем ваша сила или, может быть, помощь высших сил. И достанем 3 карты по основным сферам жизни, и это ваши достижения, работа, согласование или ваша учеба. Вторая карта – финансы, денежная энергия. На эти 10 дней личная жизнь, любовь. Что же случится, что произойдет? Карта клевер. И когда клевер выпадает, это в целом благополучие. И даже если, ну, что-то нам не нравится, или что-то не складывается вот именно в тот временной какой-то промежуток, как мы это задумали, но все равно это любой вопрос кончается или завершается благополучно. В целом эти 10 дней проходят в уверенных, спокойных и добрых энергиях для вас, мои дорогие. Хотя, внимание, я так могу предположить, к деньгам, потому что этой карте соответствует значение бубен, но и в то же время 6. И по нумерологии 6 это всегда победа. Почему, наверное, второе? Любая 6 это как вершина нашей активности. К чему-то мы прикладывали прежде усилия. Это не есть само по себе что-то, а 6 как победа именно наших активностей или действий, которые мы совершили прежде. И вот теперь мы получаем этот итог. Может быть, поэтому клевер всегда говорит о продолжении, о благополучном продолжении. Нам не говорят, что это длинный какой-то период времени, но где-то 10 дней как раз умещается. И есть у нас еще цифра 2. И 2 это всегда, ну, символизирует контакты, партнерство или взаимодействие с кем-либо. Поэтому, как и контакты для вас важны, так и где-то дипломатия, безусловно, всегда двойка – это дипломатия, так и удерживать какую-то победу или продумывать последовательно ваши шаги по части финансов, сохранять вот это самое благополучие. Что же случится или произойдет? Сохранять благополучие стоит, потому что по аркану Луна это всегда как, ну, некоторый туман или словно сумерки, мои дорогие рыбы. Нет конкретики, а очертания мы видим. И мы не можем что-то просчитать, ну, пунктуально, до мелочей. И это не повод отказываться от своей мечты. Большое видится на расстоянии. Посмотрите, очень интересная карта. Так что и ты сохраняй свою мечту или ту цель, даже если ты вот прямо сейчас не можешь это осуществить. Но если мы позволяем себе мысль материально, помним об этом. И, кстати, эти слова принадлежат Альберту Эйнштейну. И именно Эйнштейн родился под знаком зодиака Рыбы. И
Воображение важнее знаний. Тоже Альберт Эйнштейн говорил. И это где-то все по аркану Луна. И он много открытий совершил именно потому, что он был не похож на других. Он видел альтернативные варианты или допускал иррациональное. Ну вот я соединила это все вместе с вашим знаком, с этим периодом и со значением карты. Луна. Выглянет солнце, и все встанет на места. Но если мы говорим, мысль материальна, если вы, пусть на данный период времени, вы можете сомневаться в себе или думать о том, что, ну, что-то сейчас пробуксовывает, наверное, у меня это не получится. И тогда, все же, если мы храним в нашей душе, в нашей ментальности свою мечту, направление и цель, день за днем, шаг за шагом, если вы о ней вспоминаете или мечтаете, пусть даже так. Ну, мечтать тоже надо, понятно, реально, но тем не менее, поверьте, мечты наши сбываются. И значит, проходит какое-то время, и нам словно пространство, Вселенная откликается, и перед нами открываются нужные двери. Или мы встречаем нужных людей, или просто банально мы слышим случайно, как не, знаете, не случайная случайность, какую-то информацию, и понимаем, как решить этот вопрос. Поэтому что-то должно быть продолжено. 8. Если мы перевернем, это как символ бесконечности или лимниската, но на данный период времени 32. Если мы сложим, мы получим 5. А 5 это всегда, ну, какая-то недостаток или недосказанность или неопределенность, размытые границы. Поэтому, ну, все должно быть сохранено. Вы сами, мои дорогие, и у вас может быть вот этот период очень благополучный. Для себя куда-то не торопиться, а как раз рассмотреть какие-то альтернативные возможности. Давайте смотрим, что же еще случится. Для кого-то из вас эта карта будет означать важную женщину в вашей жизни, если меня смотрят мужчины. Это может быть кто угодно, ваша любимая женщина, ваша мама или руководитель, может быть, или просто банально контакты с тем лицом, в виде чиновника, да, и там женщина, а вам нужно согласование провести или разузнать что-то. Здесь как раз добрые энергии договориться или какие-то добрые сведения от женщины могут прийти. Я этого же не исключаю и для вас, мои дорогие девочки, но для вас еще это вы сами в центре событий и ваша какая-то задумка. Это вы будете притягательны или вы будете особенно как-то выстраивать свой фарватер нового качества жизни, даже в тех условиях, когда еще пока, как сумерки по аркану Луна, или ваши задумки по части дома, например, по части благоустройства будут в центре вашего внимания. У кого-то личная жизнь именно будет проигрываться, и неважно, кто меня смотрит. Вопросы любви. И как нам соединиться, может быть и так, если вы сейчас на расстоянии. И если пока вы не видите возможности, мои дорогие, жизнь многих разбросала по разным странам, а то и континентам. Меня смотрят люди из разных стран. И тогда не оставляйте надежду встретиться, правда? Или для себя, если, к примеру, ваша прежняя история, она завершилась, вы это знаете точно. И, может быть, завершилась, ну, не самым положительным каким-то образом. Но тогда примите во внимание, все равно есть какая-то реальность. И ваша тогда задача отстроить новое благополучие. Для вас нет ничего невозможного. И вы волшебники, мои дорогие, рыбы и рыбки, вы мудрые люди. И поэтому самое главное в себе не сомневаться. Об этом аркан Луна говорит в первую очередь. Я не случайно привела слова Эйнштейна. Что же случится, что же произойдет? И у кого-то это действительно все то, что я сказала по части дома, а у кого-то это дом как переезд, где я буду в дальнейшем проживать. Кто-то будет рассматривать работу на дому или работу из любой точки мира. Для кого-то это как и сами по себе стены, дом, буквально купля-продажа недвижимости или перемещение, переезды. Для кого-то это вопросы, связанные с домочадцами. То есть все те, которые проживают в этом доме, самые разные направления. Но это карта уверенности, достатка и защищенности. 4. Надежности. Или надежности как минимум одного человека, который вас готов поддерживать.
Неожиданности или неожиданные события, победа, мои дорогие. Но смотрите, шестерка не случайно. Вот этот клевер, да, 6. И это тот, ну пусть это не клевер, но какой-то цветочек тут как будто дарит именно сама девушка, ведьмочка, вот тому персонажу, который изображен на карте. А тем не менее, кстати, карта говорит, ты свою победу должен сохранять. Ты не должен себя опустить в тираж. Ты не должен просчитаться с чем-то. Тут действительно у вас какое-то счастливое событие. Но опять же, это от ваших приложенных усилий. Вы чувствуете собственную самодостаточность, мои дорогие рыбы и рыбки. Но вам важно ее сохранить. Всегда жезлы – это как победитель. Победитель, вы можете чувствовать усталость некоторую. Но карта будет говорить: не расслабляйся. Несмотря на всю позитивную, как бы позитивное значение этой карты, ты, если расслабишься, то ты что-то упустишь. Твоя задача все контролировать. Ну и не раскисать где-то на волне добрых чувств. Правда, будет желание. Как желание, допустим, из-за усталости отдохнуть. Или желание, ну, знаете, где-то проблагодушествовать. Я это тоже допускаю. Отдохнуть, безусловно, нужно, да, привести мысли в порядок или дать телу отдых. У кого-то ведь и так усталость. Но это не значит, что мы, ну, где-то расслабились, да нельзя. Поэтому себя где-то потом собрать воедино в кучку придется и все контролировать, мои дорогие, потому что какие-то неожиданности, они продолжатся, но вы уже в другой сильной позиции. Что же вас ведет к добрым переменам? Очень интересно. 13-й старший аркан. И я надеюсь, все правильно понимают, эта карта не про смерть, это карта трансформации. Какая-то история ваша прежняя или как действительно жизненный этап завершается, и вы можете это чувствовать. Вы подводите некоторые итоги в эти 10 дней. Вы получаете, ну, наверное, то, к чему вы шли. Но вот это как аркан Луна. Еще впереди непонятно или не что-то не предопределено. И по аркану смерть я всегда привожу пример, что мы садим зернышко маленькое в землю. И вот этот малюсенький росточек, который расположен внутри зерна, ему еще предстоит пробиться через вот эту темноту. И в первую очередь твердая оболочка, которая долгое время служила ему панцирем или цитаделью, она должна быть разрушена. Иначе не сможет он выйти наружу. И вот эта трансформация, она как раз прописана по 13-му аркану как разрушение каких-то оков, преград. Мы словно освобождаемся, но мы можем быть в растерянности, как действовать. И тем не менее, вам помогают вот эти самые трансформационные перемены. Для вас это во благо. Но мы надеемся сами на себя. Мы еще словно на ощупь, как тот росток, будем пробиваться к солнцу, и поэтому себе не навредить, сохранить сильные позиции. Посмотрите, вам дважды об этом говорят карты и Таро, и Оракул Ленорман. Для тебя очень добрые энергии сейчас могут сложить какую-то совершенно новую историю качества жизни. Но еще идти вперед придется, идти вперед где-то в одиночку. Но отпускайте, мои дорогие рыбы и рыбки, если что-то уходит из вашей жизни, или, может быть, что-то ушло уже, или кто-то, вот я говорила по части личной жизни, если даже прежняя история у кого-то может проиграться с личной жизнью, или вы к чему-то прикладывали усилия, а вот не получилось, не срослось, ну, как-то не проявился ваш тот или иной замысел или план. Но это не значит, что мы в стопор впадаем. Теперь наша задача отпустить прежнюю историю, которая тоже нас чему-то научила. Мы оставим просто как ситуацию, как прежний опыт, но уже без всяческих эмоций. Мы просто проложим себе путь к солнцу. И это все вам помогает. Ваши достижения, работа, учеба очень символично. 20-й старший аркан. Аркан называется суд, или мы называем страшный суд. Так вот, суд совсем не страшный. Это карта выздоровления, избавления от боли, от страданий. И все то, что я говорила по 13-му аркану. Это как пороговое значение между прошлым и будущим. И действительно, тому, что не суждено служить прогрессу вашему,
Или, может быть, это связано с людьми, которые вас не вдохновляют или не служат какие-то контакты вашему, ну, развитию или вашему хорошему настроению. Здесь тоже следует отпустить. Мне нравится очень эта карта. Посмотрите, словно наша ведьмочка играет на волшебной флейте, и вот эта мелодия, она наполняет волшебством, новыми желаниями, новыми планами, новыми возможностями. Все то, что где-то я говорила по аркану Луна. И это старший аркан, еще один. Вы находитесь где-то во власти внешних энергий. Это на самом деле так. И это не совсем даже на 10 дней. Поэтому будьте, вы ведь люди очень интуитивные, будьте внимательны по следующему периоду, потому что вот этот самый фарватер, как росточку маленькому, вам предстоит проложить к солнцу. Что же по финансам? Семерка жезлов, и знаете, вас могут склонять потратить деньги на что-то, вас могут склонять согласиться на что-то, выполнить какую-то работу, а по семерке жезлов нам всегда говорят: нет, у тебя, конечно, достаточно будет сил физических, эмоциональных, участвовать в каком-то соревновании или пытаться быть всем полезным или быть учтивым даже, кстати, потому что мы часто не можем отказать по семерке жезлов, и этим люди пользуются. Нас приобщают то к одному делу, то ко второму, то к третьему. В итоге мы потратили время. Время – это наш ресурс. Мы потратили собственную энергию. А вам никаких бонусов. Бонусы будет получать кто-то другой. Поэтому значение карты таково: отступи полшага назад. Сам проанализируй, а надо ли тебе в чем-то участвовать. У вас на деньги, а нужно ли тебе тратить деньги в этом направлении. Поэтому будьте внимательны как и к своим желаниям, так и, может быть, к желаниям извне. И не случайно 13-й аркан. Нам говорят, что нам придется пройти какой-то путь в одиночку, поэтому и по тратам будьте где-то прижимисты. Хотя деньги есть и деньги будут. Но, видимо, весь фокус в количестве, мои дорогие. Или я могу допустить, нам же говорят о переменах. Возможно, какая-то крупная сумма денег или какие-то деньги вам понадобятся в последующем. Здесь больше на сохранение. И вы себе можете сказать в последующем: спасибо, что в эти 10 дней вы эти деньги не потратили. Личная жизнь, туз мечей. Люблю эту карту, потому что это всегда выход из лабиринта. Уже теперь абсолютно точно ясно, как я буду действовать или куда я иду. Пусть это на личную жизнь, но любовь нам сказали, любовь, верность, все это где-то проигрывается для тех, кто в паре, для тех, кто сейчас, ну, может быть, партнерские отношения, какая-то дружба, это будет все продолжено. Но вы, к примеру, можете обдумывать или проговаривать вместе со своим партнером планы на будущее и где-то на себя примерять, насколько откликаются задумки партнера или его планы на ваши собственные. И если тот, вот этот фарватер общий, ведь всегда туз мечей или меч показывает направление наших действий, активности. И вы можете сравнивать, насколько вам и вашему партнеру по пути, или насколько вы можете вместе смотреть в одном направлении. И здесь у каждого по-разному. Подходят, совпадают ли наши видения или нет. И в зависимости от этого вы принимаете решение. Но для кого-то это могут быть и вопросы вашей работы, вашего творчества, изучения чего-то нового, потому что вы строите перед собой перспективы. Мы только об этом говорили. Прежний жизненный этап завершается. Кто-то из вас может задуматься о том, чтобы завершить одиночество, если таковое присутствовало в вашей жизни. И тогда вы переложите, каким образом вот это мое желание осуществить и, может быть, новыми друзьями обзавестись, или где или откуда ко мне могут прийти новые контакты. Вот здесь вы тоже будете продумывать, причем очень рационально, без иллюзий, потому что мечи – это всегда хладнокровие. Это, ну, где-то и карта говорит, что если ты будешь более рационален, то тогда для тебя есть вот одно какое-то направление, и тебе его нужно придерживаться. Или карта дает совет: не ставь себя на второе место. Где-то соотноси
что бы тебе ни предлагалось, или, может быть, где-то даже через личную жизнь, не применяй к себе практику соглашательства. Здесь именно вы сами для себя будете очень важны, мои дорогие рыбы и рыбки. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.